Эти полгода были достаточно насыщенные и для всей Государственной Думы, и для Международного комитета. У нас было несколько основных направлений деятельности. Комитет много занимался сирийским кризисом, и мы рассмотрели заявление по Сирии, отдельное было принято, сколько я помню, 16 февраля. Я, как глава комитета, совершил поездку на Ближний Восток, в Дамаск, где встречался с руководством Сирии и с представителями оппозиции. Затем встречи с министром иностранных дел Сирии, с советниками Асада уже проходили в Москве, и в Москву также приезжала сирийская оппозиция, и среди ее визави был и я, как глава комитета по международным делам. Второе направление – это иранская проблема. У нас состоялся большой круглый стол по Ирану, в рамках которого мы обсуждали перспективы развития кризиса вокруг иранской ядерной программы. Случилось это вскоре после известных заявлений представителей США и Израиля о том, что не исключен военный удар по Ирану. И мы посчитали, что необходимо проанализировать ситуацию и выработать некую сумму представлений и рекомендаций по этому поводу. Третье направление, и это принципиально новое направление в деятельности комитета. Мы 14 мая провели слушание по положению с правами человека в Европейском Союзе. До сих пор Государственная Дума Российской Федерации не занималась правозащитной тематикой в таком расширенном объеме. То есть мы рассматривали отдельные ситуации с нарушениями прав человека, в частности, российских соотечественников, российских граждан за рубежом. Рассматривали ситуации положения наших соотечественников и русскоязычных в Прибалтике. Но вот такой охват, весь Евросоюз, как там обстоит дело с правами человека, какие основные направления, по которым нарушаются права человека, такого еще не было. На обсуждении присутствовали послы всех стран Евросоюза, точнее представители всех стран Евросоюза, и среди них было несколько, 5 или 6 руководителей дипломатических представительств. И это получило достаточно широкий резонанс в Европе. При этом, естественно, подвергнуть сомнению право Государственной Думы заниматься этими вопросами никто не мог. И пришлось нашим европейским коллегам исходить из того, что не существует монополии на защиту прав человека. Даже если впервые проблема прав человека была поднята западными демократиями, это не значит, что, во-первых, у них есть иммунитет у самих от нарушений прав человека. Достаточно вспомнить громкий скандал, который, кстати, продолжает разворачиваться в Польше вокруг тайных тюрем Центрального разведывательного управления США в этой стране. И, во-вторых, если уже они выдвинули доктрину прав человека и объявили ее универсальной, то они должны быть готовы к тому, что другие страны тоже будут рассматривать ситуацию с правами человека в Соединенных Штатах, в Европейском Союзе и так далее. Кстати, у нас на октябрь месяц запланированы слушания в Государственной Думе по положению с правами человека в Соединенных Штатах Америки. Так что мы надеемся, рассчитываем продолжить эту линию. И Государственная Дума как бы включается теперь вот в эту активность, правозащитную активность. Мы будем отслеживать ситуацию не менее внимательно, чем отслеживают ситуацию с правами человека в нашей стране наши западные партнеры. Четвертое направление – это наши отношения с прибалтийскими государствами в свете постоянно проходящих маршей бывших участников
эсэсовских соединений, в свете продолжающейся практики, сохраняющейся практики негражданства, так называемого. В Латвии негражданами являются 310 тысяч человек. Это большая часть населения страны. По этому поводу Государственная Дума приняла заявление о положении дел как раз в прибалтийских государствах, и эта тема у нас останется на повестке дня. Пятая тема – наши отношения с НАТО. Прошел закрытый закрытое заседание Комитета по международным делам с участием представителей МИД Российской Федерации и некоторых других организаций, на которых мы рассматривали перспективы наших взаимоотношений с НАТО в условиях, когда совершенно очевидно обнаруживались конфликтные ситуации, которые не имеют быстрого разрешения, такие как проблемы системы противоракетной обороны. И, наконец, я бы выделил еще одну тему, которая возникла ближе уже к лету. Это тема усыновления российских детей в Соединенных Штатах Америки. И вообще, я бы сделал шире положение граждан и выходцев из России в Соединенных Штатах. Я бы сюда отнес бы и дело Бута, и дело Ярошенко. И вот, в частности, ситуацию вокруг усыновленных детей. Как вы знаете, за все время, с тех пор, как начались эти усыновления, в Соединенных Штатах погибло 19 российских детей. Кто-то скажет, что это незначительная цифра, потому что в общей сложности российских детей в Соединенных Штатах больше 50 тысяч усыновлено. И у подавляющего большинства из них все в порядке. Или, во всяком случае, будем надеяться на это. Но 19 смертей все-таки это весьма показательная цифра. Нигде столько российских детей не гибнет. Вообще, в других странах, насколько я знаю, вообще нет таких случаев. А в Соединенных Штатах они повторяются с завидной регулярностью. И, конечно, это ставит вопрос перед нами, как нам действовать в этих условиях. Одна из мер, которая была принята, было ратифицировано соглашение об усыновлении детей, российских детей в Соединенных Штатах. Оно было ратифицировано вчера. Мы надеемся, что это соглашение позволит нам, во-первых, более жестко отслеживать судьбы наших детей в Соединенных Штатах. Во-вторых, Соединенные Штаты берут на себя обязательство заняться мониторингом по отношению к этим детям. Потому что раньше детей отдавали в семьи, и там мониторинг должны были осуществлять местные органы власти. Сейчас при Госдепартаменте должна быть создана некая структура, которая должна будет заниматься этим мониторингом. И третий момент. Мы собираемся достаточно серьезно ужесточить лицензирование тех организаций, которые имеют право вообще заниматься этой деятельностью. То есть эти организации будут проходить через гораздо более серьезное сито, чем это было до сих пор. Поэтому, хотя соглашение вызвало критику со стороны оппозиции, в частности, со стороны некоторых представителей «Справедливой России», на наш взгляд, оно служит важной задаче. Оно служит созданию возможностей для более упорядоченного процесса усыновления наших детей в Соединенных Штатах Америки и позволяет ввести элементы контроля. У меня нет особых иллюзий, что после заключения этого соглашения все будет гладко. Но, по крайней мере, у нас появляется юридическая база, на основе которой мы можем апеллировать к американской стороне и добиваться большего внимания со стороны Соединенных Штатов к этим детям. Можем также добиваться, чтобы приемные родители, которые нарушили свои обязательства, и уж тем более избивали детей, издевались над детьми, а иногда это приводит к смертельным случаям, чтобы они несли более жестокую ответственность. Потому что еще возмущает чрезвычайно, что те сроки, которые даются тем семьям, где гибнут российские дети, они очень условные. Вот эта знаменитая история, печально знаменитая история с Ваней Скоробогатовым, который был убит, и всего отсидели они 16 месяцев в тюрьме, то есть во время следствия, и были освобождены в зале суда. Вот это как вообще считается? И при этом нам американские власти рассказывают о том, что это, видите ли, у них Штаты, там в Штатах у них свое собственное правосудие, и они не могут на них повлиять. И извиняются перед нами. Эрик Холдер, генеральный прокурор, приносит извинения. Но от извинений не легче. И вот мы надеемся, что на базе этого соглашения мы сможем оказывать большее воздействие на американскую сторону.
в этих вопросах. А американцы, с своей стороны, не хотят отказываться от этой практики. У них как бы есть некий социальный запрос на усыновление, вы знаете, и не только из России. Американцы довольно широко усыновляют по всему миру. И это одна из черт американской внешнеполитической деятельности — обеспечивать условия для того, чтобы американские граждане могли усыновлять детей из-за рубежа. Но здесь уж раз они, так сказать, считают это важным для себя, то они должны нести определенную ответственность. И мы надеемся, что это соглашение позволит увеличить ответственность американской стороны за усыновление российских детей. Я думаю, что вот это те основные направления, которые нашли выражение и в некой организационной деятельности, в проведении и слушаний, и круглых столов, и семинаров, и были оформлены, вот как в случае с проблемой усыновления, в виде новых обязывающих юридических документов. Вот они и были в центре внимания деятельности комитета в эти первые полгода работы Госдумы 6-го созыва.